Основные вопросы, которые волнуют сейчас общественность не только в Азербайджане, но и в России, вопрос транскаспийского газопровода, он сейчас встает все больше в актуальную такую плоскость. Разные ездят камевояжеры из Европейского Союза и прочих, и вот отмечали о том, что нельзя допускать, чтобы внерегиональные игроки приходили на Каспий. Вот ваши комментарии по поводу. Что касается Каспийского газопровода, то мы были против, и против были в первую очередь то, что нужно решить в первую очередь правовой вопрос, а в правом вопросе решение подобных вопросов оно было общим. И мы обосновывали это дело, и сегодня это прозвучало относительно сейсмической активности, и тем более тогда, когда мы начинаем залазить в недра, да, вот, и если брать, например, российскую территорию, вот угольные разрезы, где-то почва даже проседает и так далее, да, то мы начинаем воздействовать на природную среду, на те процессы, которые мы не управляем. И это в том числе. Вот. Поэтому я был против этого дела, да, и всегда выступал, обосновывая это в первую очередь отсутствием правового статуса и решение о коллегиальности, да, и второе – это сейсмической активности и непредсказуемости, тогда, когда мы начинаем влезать в неуправляемые сферы природы. Вот трубопроводы по-любому создаются для того, чтобы транспортировать нефть и газ от месторождения. Да, я согласен. Одно дело создавать вот маленькие, будем говорить, небольшого диаметра трубопровода, у которых давление достаточно такое низкое, может быть, сказать, и не опасное. С газом намного сложнее, потому что газ сложнее продавить, нужны большие давления. Да? Вот на сегодняшний день «Газпром» сегодня работает с давлением 75 атмосфер и так далее, и так далее. Да, сегодня техника идет дальше. Да, сегодня можно выстраивать и предлагать массу защитных мероприятий для этих вещей. Но я, знаете, человек осторожный и живу по принципу «палка стреляет», а Каспий может пострадать от этого даже одного выстрела. Вот. Тогда возникает вопрос, а стоит ли рисковать? Я сегодня вот выступал относительно казахстанского сектора и Кашагана, да, что с нефтью можно справиться, если она пролилась, да, с сероводородом справиться невозможно. Он погубит все, потому что это тоже неуправляемый процесс. Вот вы долгое время были представителем по Каспию от России по переговорному процессу. Что сегодня стопорит переговоры? Почему до сих пор нет консенсуса? Потому что, вот я уже неоднократно говорил, на мой взгляд, причина в том, что с одной стороны очень хорошо, что Россия, Азербайджан и Казахстан подписали соглашение и начали работать. Это правильное решение, да, потому что можно долго спорить, а жизнь продолжается, да. Вот. И мы этот шаг сделали, мы сделали его правильный шаг. А с другой стороны, это тоже получилась палка двух концов, на мой взгляд, что Россия потеряла интерес как инициативная сторона, по крайней мере в мой период, да, в этом отношении. И уровень людей, которые занимаются, он сразу упал в этом отношении. Если я этим делом занимался на уровне заместителя министра иностранных дел России, то сегодня этот уровень полномочного посла по особым поручениям. А я считаю, что это уровень протокольной подготовки необходимых материалов для обсуждения высокими сторонами в этом отношении. Вот. И естественно, протокольная часть, она жесткая сегодня, да, вот выше головы не прыгнешь в этом отношении. Мне это удавалось напрямую при моем статусе разговаривать с президентами стран. Сложнее было с Ираном, естественно, но, по крайней мере, уровень министра иностранных дел Ирана был доступен, да? А с остальными я разговаривал свободно с любым президентом. Посол по особым поручениям этого сделать не может. При всем уважении
к его должности. Получается, что сложность только в коммуникациях, либо ну, Я там сегодня на наверняка... конференции сказал, чтобы первый шаг для решения этого вопроса нужно поднять этот вопрос на уровень глав государства и глав правительства. Это вопрос о милитаризации Каспия, он немножко ушел от этой дискуссии сегодня. Ну, понятно, эта тема не совсем... Ну, Милитаризация, она впереди, с учетом того, что, на мой взгляд, то, что мы сегодня услышали о стратегических перспективах южной части, вот якобы открытие достаточно большого газового месторождения, и, естественно, он находится в спорной зоне, да, неурегулированной. Сегодня, когда вот интерес с точки зрения тех стратегических звучаний, которые сегодня относительно возможности открытия газового месторождения промного в этой зоне, я думаю, что все возможно. Все возможно, потому что Иран газ нужен, он сегодня пойдет. И что будет, сложно предсказать. Я думаю, что это должно быть звоночком для того, чтобы все-таки возобновить более активно и серьезно работу по продолжению нахождения компромисса в решении вопроса статуса. И оно есть, и его сегодня можно, по крайней мере, обсуждать. Еще пару слов про азербайджанско-российские отношения по статусу Каспия и роль Азербайджана в Каспийском регионе. Ну, роль Азербайджана всегда была изначально главной на Каспии, на него равнялись все и вся в Советском Союзе даже, да, на нем учились в этом отношении. И он был основоположником практики шельфа и морской разработки месторождений. И, естественно, очень большая заслуга в понимании того, что три государства пришли к единому мнению, это, конечно, Гейдар Алиев. Я только могу вспоминать о нем только хорошее, потому что человек, который просто в лед понимал проблему, даже если она конфликтна, даже если она сегодня шла в какой-то разрез общей позиции его окружения. Он принимал решения абсолютно разумные с точки зрения того, что лучше худой мир, чем война. И я ему благодарен, то, что его заслуга, она огромная вот в решении вот этого трехстороннего соглашения, даже не Казахстана, а вот именно Азербайджана, потому что там оппозиция была достаточно, далеко не положительно настроена на ту основу, которую мы закладывали в решении срединной линии. Вот. Поэтому перед Азербайджаном только могу склонить голову и сказал и всегда говорю большое и огромное спасибо.